Всем привет! Сегодня я решила продолжить тему наших дискуссий относительно слов и мыслеформы, да, относительно того, что первично, мысль или слово. Почитала комментарии к предыдущему видео. Очень рада, что многие поняли, о чем идет речь. Кто не понял, ну, значит, ребята, вам еще время не пришло понять. Либо попробуйте посмотреть этот ролик для того, чтобы понять что-то глубже. Или это люди, которые в принципе не знакомы с тем, что я говорю, о чем я говорила в первую очередь, еще даже по теме отключения подключек. И некоторые из них просто не понимают вообще, в принципе, работая не с намерением, не с чистой энергией. Почему я так говорю? Да, все очень просто. Вообще по теме намерения многие меня там просили: ой, Надежда, там, давайте про намерения, мы так хотим работать с реальностью и еще что-то. Ну, смотрите, давайте. Вы хотите строить свою реальность сами, вы хотите работать с реальностью. Реальность, чтобы управлять реальностью, нужно работать с первоисточником построения реальности. А это мыслеформа, мыслеобраз, как вам там больше нравится. Так вот, для тех, кто в танке, для того, чтобы построить мыслеобраз, фактически, нужно отключить полностью внутренний диалог. Работа с чистой энергией – это полное отсутствие внутреннего диалога при работе с этой энергией. Это идеальный момент работы с чистой энергией. Но так как я уже говорила, много раз говорила, что вообще, в принципе, присутствие внутреннего диалога, какого-либо внутреннего диалога, это не норма. Вы не должны мыслить словами. Это эффект подключки. То есть вы фактически, когда думаете словами, это значит, что кто-то вам эти мысли транслирует, либо эти мысли идут прямой трансляцией. Это радио, но не эффект вашего мыслительного процесса. Любой человек, любая душа мыслит мыслеобразами, энергией. И если мы берем за основу наши мыслительные процессы, то выглядит это примерно вот так. Если мы берем чистую энергию, то есть именно образное мышление, образное мыслеформенное мышление, то это процесс, как решить сложные уравнения, да, вот по своей скорости. Это выглядит так, как решение какого-то очень сложного уравнения на компьютере, когда ты просто вот напечатал это уравнение, нажал кнопку «ввод», да, там, Enter, и оно тебе через буквально секунду выдает результат. То есть компьютер там обрабатывает это за секунду, просто за секунду. Вот это вот скорость вашего мыслеобразного мышления. То есть когда вы, допустим, вот может быть вы замечали, когда на вас находит озарение какое-либо, осознание, вы это просто вот большой даже какой-то может быть объем информации понят и воспринят вами просто вот за щелчок, 1 секунду. Вот это скорость работы мыслеформы, принятия информации при помощи энергии, обработка информации при помощи энергии. Это чистый мыслительный процесс. Но когда в вашей голове вот это вот бла-бла-бла-бла происходит, то есть слова, мышление именно при помощи слов, вы вот этот вот сложный свой вычислительный пример решаете в столбик, вручную. И то, что у компьютера, то есть у мыслеформенного мышления занимает 1 секунду процесс обработки этой информации, принятие пакета информации, работа с чистой энергией. То, что занимает 1 секунду, 1 миллисекунду даже. При помощи слов, то есть словесного мышления, да, у вас может занять полдня.
Вот разница в скорости обработки информации. И более того, все равно ваши решения в столбик, так называемые, да, вручную, в тетрадке, они мало того, что занимают очень много времени, но они не приведут к тому, чтобы в конечном итоге составить годный ответ. Вот. Выразимся так. Потому что где-то что-то вы можете запутаться. Это сейчас я вот не то, что там в столбик решать плохо, в этот решать плохо. Вообще вот просто это для того, чтобы вы понимали разницу того, как на самом деле вы мыслите. Это компьютерная обработка, да? На примере компьютерной обработки. И того, что вы вот это вот радиовещанием пытаетесь чего-то там осознать. То есть, когда вы мыслите внутренний диалог, ребята, это самый большой враг, который у вас есть, когда вы формируете намерение, или когда вы пытаетесь работать с чистой энергией, или когда вы пытаетесь считать информацию с тонкого плана или еще что-то сделать. Потому что внутренний диалог – это не норма вашего мышления. И вот эти вот там вопросы о моей компетентности или некомпетентности в вопросах, там не какие-то там мне подкидывания каких-то там буквиц и прочего. Ребята, еще раз повторяю, статистические данные. В мире, в нашем мире, только на этой параллели 7000 языков. Вместе со всеми диалектами и разнообразиями зарегистрировано 7000. Какую буквицу вы мне пропихиваете? Какого именно из 7000 вариантов этих языков? Поэтому и вот говорит, что вот этот язык он истинный, а вот этот не истинный, а вот этот еще что-то там. Насчет того, что для тех, кто в танке, опять же, есть момент, да, того, что там многие начали, самый частый такой пример там из вот этого вот понимания там момента, опять же, языкового словоблудия, да, что вот мы, мол, болеем и мы здоровы, да, это момент неосознанного проецирования сознания. Это момент психологической манипуляции. Я вас сейчас не учу психологической манипуляции. Я вам объясняю, как работает намерение, как работает энергия, а не учу вас тому, как манипулировать сознанием. Моменты и примеры психологических манипуляций, то, как манипулируют красиво словами, то, как вот это вот все завуалировано там, то, как подсознание воспринимает некоторые моменты, так или иначе, да, для того, чтобы запрограммировать его на определенную мысль, это все вот, включите телевизор, любой канал, новости, там, я не знаю, просто вот можете себе повешать как вот пример того, как с вашими вот этими частицами НИ и прочей там манипуляция сознанием людей путем неосознанного проецирования каких-то вот мыслеобразов, нужных кому-то. Это алгоритмическое действие программирования, да. И когда я говорила о том, что слова для создания определенных мыслеформ, для создание намерения являются костылем, вы, наверное, этого не услышали. Потому что то, о чем вы говорите, то, о чем вы говорили, что, мол, вот если мы говорим, что там не болей, да, и говорим будь здоров, типа мы правильно направляем кого-то там чего-то. Смотрите, это момент именно психологической манипуляции для того, чтобы настроиться на нужный мыслеобраз. Это костыль. Это тот самый костыль, о котором я говорю. Но поймите одно, что
Неважно, какие слова вы употребляете, вы закладываете определенную энергетику под вот эти слова. Вам могут сказать, вот, знаете, как вам лучше-то пример сказать. Вот есть очень много сейчас моментов того, как, допустим, там те же самые телевизор, да, там еще кто-то там манипулирует, пытаются манипулировать вашим сознанием. Этим занимаются специально обученные люди в телевизоре, там, и не только в телевизоре, но и там в других моментах, там, секторы, все. О чем они говорят? О любви, о там прекрасном, о том, что надо не болеть, о том, что там еще что-то. Все вот эти вот продавцы душ там и прочее, прочее. Они вам что, плохо говорят? Они вам говорят, болейте там, еще что-то? Нет, все говорят о чем-то прекрасном. Но при этом контекст того, что вы, когда соглашаетесь, те же самые подключки, о которых мы говорим постоянно, да, что вы так или иначе соглашаетесь на то, чтобы привязывать себя к этим подключкам. И все эти подключки вещают вам одном о любви, там, согласии, еще чем-то благородном, красивом, хорошем. И вы на это ведетесь. Это момент манипулирования сознанием. Это то самое, на чем вас ловят. Но и вы мне про это еще и говорите там в комментариях чего-то. Я рассказываю про то, что текст по сути не важен. Вам могут улыбаться в лицо, пример лицемерия, да, допустим, людей там, когда вам улыбаются в лицо и говорят, ой, да, будь здоров, чтобы у тебя все хорошо было, и чтоб там ты, там это, ну давай, все, счастливого тебе, там это, а сам думает там про себя, да чтоб ты там, тебе там было все не очень хорошо, и все, что с тобой, вот приперся тут скотина, да, и все такое. Вот какой энергетический посыл этот человек вложил вам в слова там «будь здоров», чтобы у тебя было все хорошо и прочее. Какой энергетический подтекст он в это вложил? Вот в чем вопрос. И тут важно понимать то, о чем я пытаюсь донести. Неважно, какие слова, неважно, что там говорят, неважно, какие слова используют, любовь, болезнь, там, здоровье, еще что-то. Это все просто вот слова. Важно содержимое. То есть, понимаете, смысл вот всего в том заключается, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Потому что важен именно мыслеобраз, который создается при том, когда вы говорите определенные слова. Потому что мыслеобраз, форма, она работает со скоростью вот щелчка пальцев. То есть сначала идет мыслеформа, а потом идут слова. Как-то так. Но момент того, что осознанно вы это делаете или неосознанно, что и как. И да, если мы берем костыль, про то, что я говорила, костыль, он будет работать, но он будет работать с учетом того, что вам дали костыль. Для того, чтобы вы могли хоть как-то, еще раз повторяю, ту же самую фразу. Вам дают костыль для того, чтобы вы хоть как-то могли получить доступ к своей мыслеформе, оформить ее. Но это не значит, что этот костыль является панацеей, и это все, это вот, то, что можно возвести в правило. Это не правило, это костыль. Костыль правилом не является. Он является костылем для того, чтобы вы со сломанной ногой могли ходить. Хоть как-то передвигаться. Но для толковой работы с намерением, вот многим, наверное, может это поможет, может не поможет, но
как бы, когда мы работаем вообще с чистой энергией, в любом ее виде, намерение это, не намерение. Намерение, что я имею в виду, может кто-то не понимает, что я имею в виду под намерением. Намерение – это создание определенного мыслеобраза, то, о чем мы с вами говорили, когда озвучивали одно из правил Вселенной. Одно из правил Вселенной – это то, что энергия материи напрямую подчиняется энергии духа. Энергия духа – это как раз-таки что такое? Это ваша внутренняя энергия души, которая создает определенный мыслеобраз. Мыслеобраз является каркасом, по которому начинает течь энергия материи. Так вот, создание вот этого мыслеобраза каркаса называется намерением. И вы это намерение так или иначе можете запускать в свою реальность, и оно будет работать. И вы там можете делать то, что вам нравится, то, что вам хочется. Ваша реальность будет полностью вам подчиняться. Подчиняться в каком плане? В том плане, что с вами будут происходить вещи, которые вам нужны, да? То, что вы будете жить так, как вам нравится, а не как нравится кому-то там. То есть вы будете являться хозяином собственной реальности и управлять этой реальностью так, как вам больше нравится. То есть вы будете сидеть не пассажиром в собственной машине, который управляет какой-то левый водитель, который везет вас куда-то в лес, и вы вообще понятия не имеете даже, куда он вас везет. А вы сами сядете за руль, вы проводите этого непонятного таксера, выкинете его из своей машины, сядете за руль и поведете машину сами. Вот она разница. Так вот, для того, чтобы вам сесть за руль и повести свою машину, вам в первую очередь надо понять, что отсутствие внутреннего диалога – это в первую очередь успех многочисленных практик, которые будут у вас. Касательно они будут работы там с чистой энергией, или там считывание тонкого плана, или это будет касательно построения намерения в вашей реальности. Но отсутствие внутреннего диалога – это 90% гарантии успеха того, что вы построите эту реальность. Потому что в большинстве своем, вот это вот, понимаете, не в большинстве своем, во всем своем вот 100% варианте, вот это бла-бла-бла, оно является отвлекающим фактором. И для тех, кто в танке, когда я создаю намерение, мне не надо говорить частицы не, там, попробуйте сказать не, там, вы там больной, а я здоров. Да я вообще ничего не говорю, когда запускаю намерение. Вообще ничего не говорю. У меня нет мыслей в голове, я не говорю словами. Я создаю мыслеобраз. Я ощущаю полностью, то есть, когда вы выстраиваете намерение, ваше намерение, в чем оно заключается? В том, не чтобы сказать, я там не больной, я здоровый, и что, сказали вы, что дальше? Момент в том, что когда вы говорите, или вот вы запускаете намерение, вы не должны говорить, я здоров, но вы можете это сказать для того, чтобы настроиться на нужный образ. Но это опять же, понимаете, вы должны этот образ, вы можете его и без «я здоров», «я не здоров» там, или еще чего-то, как вам там хочется это звучать. Вы просто его можете настроить. Вы должны почувствовать себя здоровым. Вот и все. А как вы там будете говорить не больной, я здоровый, там, кривой, косой, там, ровный, красивый, неважно. Вы должны почувствовать себя таким. В первую очередь. Вы должны ощутить себя здоровым. Вы должны пощупать и потрогать это состояние. Полностью погрузиться в это состояние, ощутить его каждой клеточкой вашей души. Это состояние. Закрепить его, это и будет являться каркасом. То есть вы, как скульптор, создали определенное состояние. Это состояние, оно должно быть
не 2D, я здоров, я сижу, и что дальше? Оно должно быть полностью объемным. Объемным настолько, насколько оно может быть объемным в реальности. Пощупать, потрогать, ощутить, оно уже есть, вот оно. Закрепить это в каркасе и запустить в реальность. Вот как вам по-другому объяснить, я не знаю. Но это работа с чистой энергией. И я думаю, многие, кто так или иначе, хоть немного понимает в работе с реальностью, он сейчас поймет, о чем я имею, что я имею в виду. И что я говорю. И вот именно по вот этой вот причине я говорила о том, когда меня многие просили: Надежда, расскажите нам, как же нам вот эту вот реальность, там, давайте начнем наконец-то там намерение, мы хотим сами там создавать свою реальность, там еще что-то делать. Я сказала, ребята, наверное, рано еще, потому что у вас в голове куча блоков и ограничений для того, чтобы создавать свои намерения и для того, чтобы создавать вот эти каркасы. Потому что вы верите в свои блоки просто вот на уровне стопроцентного, так, это правило, так должно быть, эти блоки, это то, что на божничке там стоит, оно написано, вот просто вот выгравено в скале, вот высечено у вас там в голове. Каким образом, я не знаю, вот эти блоки. Это, опять же, момент каждого человека, да. То, во что он верит. То, во что он верит, то у него и будет работать. Это момент его личных границ, его выбора. То, о чем я говорила, выбор. И конкретно намерение, которое вы запускаете, каркас намерения, который вы запускаете, это тоже выбор. Потому что когда вы выстроили каркас, вы создали мыслеформу. Вот она у вас в руках, вы ее щупаете, трогаете, вы ощущаете себя в этой мыслеформе. И в этот момент вы делаете выбор, вы говорите: я хочу вот это. Я хочу вот это мой выбор. И этот выбор, вот когда я говорю, запускаете это в реальность, это момент вашего выбора, вы говорите: вот это я выбираю. Вот так я хочу жить, вот это я хочу в свою реальность. Я хочу вот это видеть в своей реальности, чтобы оно было в моей реальности, а не что-то другое. Все. Момент. При этом, когда я говорю, что вы в этот момент говорите вот это тоже состояние мысли-образа. Понимаете? Я не говорю о том, что вы должны прямо это произнести вслух, но если это будет являться вашим костылем, и вам нужно произнести это вслух, говорите. Но по сути, когда вы делаете выбор, вам тоже не обязательно мыслить бла-бла. Вы выбор делаете на уровне своей души, вы выбор делаете, опять же, мыслеобразом определенным, вы закрепляете, и вы должны прочувствовать этот момент. Момент того, что именно это мой выбор. Это мой выбор, это должно быть на уровне ощущения. Ощущение первично. Не слова. Также это основа вообще всего. Это то, про что я постоянно вам говорю. Постоянно говорю вам про вот это вот, что нельзя читать чужие кодировки. Почему я говорю и многие не понимают. Почему я говорю, нельзя читать чужие кодировки. Что такое чужие кодировки? Как раз таки чужие кодировки это бла-бла-бла, которое записано там на листочке, неважно где. Момент того, что вложено в подтекст. Там может быть написано про все, что угодно. Про любовь, про там прекрасное, про птичек, которые щебечут, там еще что-то, солнышко светит, все прекрасно, все здорово, радуга, там пони, золотые облака и все прочее. Но что подложено в эту красивую конфету?
Что в этой красивой упаковке на самом деле завернуто? Вот вопрос. Потому что первично мысль, которая заложена, первично это установка, это кодировка, энергоинформационная кодировка мыслеобраза, которая завернута в красивую конфету. Поэтому я всегда говорила, что когда вы там чужие кодировки, какие-то что-то, на что вы соглашаетесь, под чем вы подписываетесь, какую информацию вы принимаете, вот этот момент должен быть понимание того, что любая информация по телевизору, вы сами вот постоянно говорите, вот люди зомбированы этим телевизором, вот это. Да потому что они принимают тот подтекст, который заложен вот в это вот все. В красивую конфету обернут. И ведь реально, если вот начать смотреть вот эту чушь постоянно, вот если тебе постоянно будут говорить, что ты унитаз, ты в это поверишь. И вот этот момент манипулятивного сознания, он и является вот этим неосознанным, вот этим вот непонятным. И поэтому, когда человек там говорит, а вы попробуйте, оно реально работает. Ну да, оно будет работать. Момент того, что вы можете объяснить физическую сторону, именно энергоинформационную физическую сторону, почему это работает. Не подкидывай мне вот эти вот умные там, да куда ж мне, конечно, я ж всегда вот, я не знаю, куда мне с моей практикой, с моим видением тонкого плана, с моими работами с энергиями и прочим, до вас, которые читают очень много литературы. Куда мне до вас? Я ж некомпетентна вообще ни хрена ни в чем. Ой, ладно. Это я так, вот понять, попытаться понять. Я говорю, вот эти вот высеченные блоки, вот в скале просто там где-то выгравированные у вас в голове, вот это вот мешает. И пока вы верите вот в это во все, пока вы не понимаете причинно-следственную связь, о каком моменте управления реальностью и о каком вообще моменте работы с намерением, чистым намерением идет речь. Если вы даже не хотите понимать. Но многие хотят ходить на костылях. Я не спорю, ходите. Это ваш выбор. Я объясняю то, как, что, почему работает. Почему работают ваши костыли. Если вы, не хотите понимать, почему они работают, не хотите, не понимаете. Опять же, моя задача – это не научить ходить людей с костылями. Это задача объяснить им, как научиться ходить без костылей. И в том, что если вы умеете ходить с костылями, а я умею ходить без костылей, это как бы ваш выбор, а это мой выбор. И не надо мне вот это вот пытаться там чего-то кого-то. Ваш выбор навязать или как-то там попытаться сказать, что я там ничего не понимаю, потому что с костылями гораздо лучше. Пожалуйста, нравится вам, так делайте. Вот такой момент. И момент того, что, опять же, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, да. Подмены понятий или моменты манипулятивного, ассоциативного прогрессирования сознания, когда сознание воспринимает что-то как хорошее, при подмене вот этих слов, да, игр в словоблудие. Ребята, вот серьезно, что в литературе, что в там моменте вот СМИ, там еще что-то, там целое искусство, вот в том же самом копирайтинге, вот маркетинг, про который вы там писали в комментарии, это целое искусство составлять тексты там, либо писать там что-то для того, чтобы создать человеку определенную картинку мыслеобразную. Они это умеют делать. Есть люди прям, я не знаю, как сказать, специально обученные, да, для того, чтобы вот манипулировать сознанием для создания нужного мыслеобраза.
для проецирования нужного мыслеобраза. Но это не говорит о том, что это хорошо или плохо. Это говорит о том, что вы сами должны создавать эти мыслеобразы, а не при помощи каких-то манипуляций. Потому что если вы не можете создавать какие-то мыслеобразы путем чистого намерения, и вам нужны для этого какие-то манипуляции, для того, чтобы вы этим сознанием, своим же собственным сознанием научились управлять чисто, без всяких костылей, то так или иначе моменты вот этих манипуляций, они будут на вас дальше действовать. То есть вы будете не только своими костылями вот этими пользоваться и ходить, но и другие будут на вас эти костыли использовать для того, чтобы создать вам нужную картинку. Вот. Тоже момент. Потому что если вы принимаете так или иначе, это тоже момент согласия, принимаете для себя момент того, что вы вот этим вот подменой слов, игрой слов, словоблудием вот этим вот, как бы создаются в вашей голове определенные мысли, образы, это то же самое, что в том же самом телевизоре, в том же самом еще что-то. Это техники управления сознанием. Что они на вас будут работать. Что при помощи них у вас будет врисоваться мыслеобраз. Не только в хорошем для вас смысле, но и не в очень хорошем. Но я не отрицаю и никогда не отрицала того, что есть определенные структуры мировые, да, есть определенные индустрии, которые прям вот этим вот вашим «не болею и здоров» прям массово используют это для манипулирования сознанием людей. Моя задача не научить вас манипуляциям. Моменту того, чтобы вы, наоборот, вышли из них. Вот такое вот видео получилось у меня. Опять же. Это, наверное, я не знаю даже как. Это пояснение, не пояснение, разъяснение, опять же, того, как, что работает и почему работает. Но вот, знаете, подмена понятий, опять же, вот к этому всему тоже относится. Я не спорю, что там болею и здоров, да, но я вам уже объяснила, что это такое. Это там, что сознание реагирует на такие-то там слова, там еще зацикливается на таких-то словах, там, думая о кроликах, не думая о кроликах, там еще что вы там мне писали, не помню. Смысл в том, что вы можете не зацикливаться вообще на вот этих вот образах, которые идут. Потому что это момент того, что принимаете вы эту энергию или не принимаете эту энергию. Вам могут все что угодно сказать. Но момент того, что вы зациклитесь на вот этом слове каком-то или на вот этом вот тексте или еще на чем-то, на вот моменте манипулирования вами через слова, это принятие или непринятие энергии, моменты вот эти. Саша чихнул, Маша заболела. И если вас цепляет там моменты какие-то того, что кто-то там что-то написал или кто-то что-то сказал, и вот оно начинает цепляться, и вы там это думаете, не думая о белых кроликах, и вы начинаете думать о белых кроликах там или еще что-то, это момент того, что вы принимаете чужую энергетику. Просто. Значит, у вас не настроены фильтры, значит, у вас не настроены личные границы. Значит, мы опять же возвращаемся к тому, с чего мы начали. Начинаем все сначала. Вводное видео по подключкам. Второе видео по подключкам. Видео про личные границы, про отмену болезней и так далее и тому подобное. И да, я, наверное, уже сломала там некоторым мозг. Но на самом деле все просто. Все очень-очень просто. Настолько просто, насколько оно вообще может быть. Все вот эти вот блоки, все вот эти вот моменты, я вот постоянно об этом говорю, из видео в видео, постоянно. Оно все в вашей голове.
Все ваши слова невозможно, все ваши вот эти вот в скале там вырезанные правила, это все в вашей голове. Эти все правила и моменты. Вы сами себе их выстраиваете, вы сами себе их создаете. Даже не понимая, насколько все может быть просто, легко и, ну, все вот эти моменты того, чтобы докопаться до сути, до истинной сути, энергетической составляющей тех же самых слов, еще чего-то. Да, слова имеют определенный энергетический контекст, но это просто звуки. Это просто звуки. Важен именно момент энергии, который вкладывается в те или иные слова. И то, как вы это слово воспринимаете. Момент вашего подсознательного восприятия этих слов. И если вы подсознательно соглашаетесь, это опять же момент согласия на что-либо. Это ваш выбор, момент выбора и вашего собственного программирования самого себя на определенное выполнение алгоритмов. Вашим сознанием. Вы сами создаете себе личные границы, вы сами создаете свои правила игры. Правила игры внутри вашей реальности. Вы игрок внутри собственной реальности, который создает сам себе правила, задает. И те правила, которые вы сами себе зададите, они и будут работать. Зададите правило того, что если постоянно говорить слово там какое-нибудь, я не знаю, там, и это будет вашим сознанием, вами восприниматься как-то вот так, по определенному, это будет работать. Зададите другие параметры, будут другие параметры работать. Насчет того, что как, чего там воспринимается, как брать там информацию с тонкого плана, видеть какие-то там знаки, символы и прочее, это вообще отдельное. Насчет снов, вы в курсе, что большинство снов вообще, вот кто там писал, что ангелы там какие-то чего-то вас предупреждают. Видала я этих ангелов, которые что-то там через сны пытаются воздействовать, манипулировать. И люди, которые сейчас начинают отключать подключки, начинают видеть, как им контракты через эти сны пропихивают, прям явно вот. Всеми правдами и неправдами. И все эти предупреждения складываются к тому, чтобы человек не вышел на свой какой-то позитивный уровень. И сонники эти будут работать, вот вы зададите себе параметр, что я вот буду там чего-то, кого-то по вот этому соннику. Что вот то, что будет в этом соннике, у меня будет сбываться. У вас будет это работать. У вас будет сбываться то, что вы видите в соннике. А там, где-то там, какая-нибудь сущность будет вот так вот просто руками потирать. И говорить: о, класс! Ща мы ей, насоздаем реальность. По этому соннику. Что там в нем написано? Вот вам и вся работа с намерением ваша. Про это вообще там отдельно. Вот, честно, человек, который написал вот этот комментарий, я бы вам очень рекомендовала посмотреть видео про матрицу. Или, может, те, кто сейчас смотрит вот это видео, у них еще есть какие-то такие моменты, что они искренне верят там в сонники, еще во что-то там, в карты натальные или какие-то еще такие моменты. Посмотрите видео про матрицу. Про намерение вообще вот серьезно. Я могу рассказать, как работать с намерением. Я могу рассказать, как там основные блоки, да, по намерению. Но это уже, допустим, там, как в свою реальность там определенные вещи, ну, какие вы хотите, чтобы реализовались, каким образом выстраивать каркасы, да, правильно, чтобы они как бы приходили. Как я это делаю, то есть какие методы я использую, как намерения я закидываю, да.
для того, чтобы что-то пришло. То есть моменты там сомнений, несомнений, там и т.д. и т.п. То есть моменты, опять же, блокингов внутренних, когда для тебя что-то невозможно, да, вот, и прочее. Но моменты того, что я вижу сейчас, ну, тут даже элементарное восприятие, во-первых, то, что немногим это вообще, в принципе, интересно, быть хозяином своей реальности, судя по количеству просмотров на данных видео, касательных как раз-таки блоков по реальностям, работы с намерением и прочим. Как бы, а во-вторых, даже те, кто, в принципе, просматривают данные видео, насколько у них нет принятия даже базовых каких-то вот моментов для того, чтобы понять, как вообще это работает. Как работает реальность, как работает вот намерение. Как его запускать и как вообще вот, ну, это даже элементарный момент вот создания реальности. Элементарный, вот самый начальный, там, первый, я не знаю, первый класс 2+2. Можно, конечно, рассказать, как материя двигается в пространстве, там, да, как она по этим каркасам плывет, там, и все прочее. Но, опять же, я не думаю, что от перестановки мест слагаемых, это вообще матчасть там самая основная, но от перестановки мест слагаемых сумма как-то поменяется. Ведь мы сейчас говорим не о том, как материя течет в пространстве, а говорим о том, как вообще, в принципе, на базовом уровне работает ваша мыслеформа. И тут просто вот полное отторжение реальности идет уже. Не знаю, посмотрим дальше, как и что вот по теме намерения. Потому что, опять же, вот начала поднимать эту тему и, ну, не вижу особой готовности к ней. Так или иначе. В принципе, те, кто готов был услышать, я многое очень объяснила. И, в принципе, даже вот каким образом идет запуск самого намерения. Но те, кто его запускают, я думаю, они и так это знают. Может быть, кто-то попытается все-таки работать с внутренним диалогом наконец-то. И вообще, может, кто-то поймет, что, в принципе, внутренний диалог не является нормой, а является просто радиостанцией в вашей голове, которая просто мешает. Это момент помех, которые создаются в вашем сознании специально для того, чтобы человек не мог, не думал изначальными мыслеобразами. Так или иначе он думает изначальными мыслеобразами, но это идет подмена прежде всего в вашей голове того, что мы мыслим словами, а не мыслеобразами. Чтобы человек напрямую мыслеобразами не мыслил. Вот эти вот радиостанции работают. Радиостанции не в смысле там вышки какие-то там, которые вам чего-то вещают. Нет. Это момент подключек. И манипуляция сознанием при помощи всяческих энергетических структур, типа эгрегоров там и прочей фигни. Вот так вот. Но, конечно же, я соглашусь с тем, что следить за чистотой своей речи все-таки нужно и смотреть, как ты говоришь, что ты говоришь и почему ты говоришь. И некоторые программные установки, которые часто очень в нашей речи проскальзывают, их лучше убирать вот, из своего словарного запаса. У меня это было, я тоже вот, когда выходила, отключала все и прочее, там всяческие слова про господинов там и прочее, которые у нас есть многие такие, которые мы говорим просто на автомате, не отдавая себе даже в этом отчета. Мне приходилось себя на этом ловить и вот эти моменты убирать. Так или иначе, ну, я вам уже сказала, да, все вот эти моменты, они работают только тогда,
когда у вас не выставлены личные границы, либо вы принимаете эти моменты. Момент с личной границей я уже объясняла, что на меня вся эта ерунда не работает. Но это, опять же, должен быть четкий момент того, что отторжение, во-первых, от вмешательства, да, по средствам якобы согласия при употреблении каких-то слов или еще что-то. И четкое понимание того, что мое это мое, никто мое трогать не имеет права. Вот. А чужое это чужое, и подлезть ко мне на основании того, что я что-то не так подумал, или я как-то не так сел, чихнул там, и еще что-то, такого быть не может. Вот. То есть никто не имеет права на основании этого что-то делать. Потому что, вот серьезно, ребята, это вот то же самое, что если у вас есть там дома телевизор или холодильник, это не дает никакого права ворам залазить в него, в вашу квартиру, и это у вас воровать. Что за бред? Серьезно. Такие моменты. Я надеюсь, насчет костылей мы разобрались. Я не скажу, что костыли это хорошо или костыли это плохо, но моменты с костылями лучше без них сразу учиться ходить, чем учиться ходить с костылями, а потом учиться избавляться от костылей. Понимаете, в чем дело? То есть лучше сразу учиться правильно, нежели потом переучиваться. Вот такие вот дела. Переучиваться всегда труднее, потому что заложенные изначально, да, базово неправильные моменты, потом они уже сродни привычке, они уже сродни, я говорю, вот как в скале высеченному чему-то, от чего потом сложно отказаться и от чего потом сложно перестроиться. Перестроить в первую очередь даже свое сознание на моменты переосмысления некоторые. Но это опять же готовность каждого человека к получению той или иной информации. Вот. Как-то вот так. Такой ролик. И опять я много наговорила. Не знаю, насколько получилось, кому продуктивно, кому не продуктивно. Насчет того, что и как дальше с намерением, ну, посмотрим, подумаем. Вот. Какие еще затронуть темы? Ну, думаю, там все в свое время, да, будет. Кто услышал, тот услышал. Ладно, ребят, всем всего самого наилучшего, всем всего самого хорошего. Я вас всех люблю. Выходите из матричного восприятия мира, начинайте уже пытаться осознать не какие-то правила, которые вы там себе выписали, да, не понимая моментов физики, а уже начинайте изучать физическую сторону вопроса. Это не просто вот она лампочка висит, да, ну, вот для меня вот это звучит вот все на самом деле вот так, когда вы это все пишете. Вот лампочка, я же вижу, вот она лампочка. Вот если я сейчас нажму выключатель, то она загорится. А если я его еще раз нажму, да, в другую сторону, то она выключится. Вы понимаете, Надежда? Вот это вот, что вы мне про какой-то ток рассказываете, который там течет по каким-то проводам? Я же вижу лампочку. И что? Я вам пытаюсь объяснить, каким образом лампочка загорается. А не то, что вы ее тыкаете туда-сюда, и она у вас загорается или тухнет. Ну, я вот нажимаю на вот эти кнопочки, она загорается или там выключается, поэтому вы не правы в том, что вы рассказываете нам про электричество. Ну, блин, ну, сори, ребята. Как бы, я не знаю. Ладно, действительно. Ладно, ребята, сейчас уже точно
как вы там говорите, Надежда попрощалась, потом осталось еще на 20 минут, да? Нет. Ладно, действительно, уже на 20 минут растягивать не будем, но просто что вот это образное сравнение с лампочкой пришло, и как-то решила им поделиться. Все, правда. Всем всего хорошего. Пока-пока. До скорых встреч. По теме намерения там дальше будет видно уже, как, что, зачем и почему будем эту тему развивать.